Приветствую друзей, постоянных зрителей и гостей. Вы на канале Ольга Рай. Сегодня мы с вами затронем такую тему, как почему, зачем и по какой причине был заменен фильтр в данном аквариуме. Если хотите узнать ответы на эти и другие вопросы, гости канала, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить свой пальчик вверх. Также в данном видео вы увидите обзор двух фильтров. Это фильтр компании Aquael ASAP 500 и фильтр компании Sansan Hyayole с мультифункцией. Итак, начнем мы обзор с первого фильтра. Это фильтр компании Aquael ASAP 500. Итак, что же нам пишет производитель об данном фильтре? Первое, с чего он начинает, это то, что данный фильтр просто в своей конструкции понравится любому, кто только начнет интересоваться аквариумистикой и заводит свой первый в жизни аквариум. А также ASAP придется по вкусу владельцам акватеррариумов и полюдариумов. Благодаря своей оригинальной конструкции, так как помпа находится в нижней части устройства, и фильтр может работать при глубине погружения всего 5 сантиметров. Сейчас я показываю, как циркулирует вода в стакане фильтра. Она циркулирует по часовой стрелке. Вот именно так и выходит через этот носик. Если мы обратим внимание, то мы увидим вот такие вот зазоры сбоку, справа и слева. Вот как раз по ним и происходит циркуляция воды для ее фильтрации. Верхняя часть фильтра – это стакан с фильтрующим наполнителем. В комплекте идет стандартная губка, однако при необходимости ее можно заменить на губку, пропитанную угольным наполнителем или любым другим наполнителем, помогающим удалить излишки фосфатов. Сейчас я как раз показываю, как данный стакан откручивается. Он откручивается на 360 градусов и просто вынимается. При этом вот эта вот нижняя часть, которую я сейчас держу в руках, она остается в воде. Ее не обязательно доставать, в принципе, она не мешает. Чем и удобен данный фильтр с моей точки зрения. Производитель также заверяет, что губка обеспечивает кристальную чистоту воды, осуществляя полноценную механическую фильтрацию, создавая неспадающий поток. Фильтры ASAP интенсивно насыщают воду кислородом. Пропускная способность фильтра ASAP 500 составляет 500 литров в час. Объемы аквариума это от 50 до 150 литров. Мощностью он 5 Вт. Что хочу сказать из положительных моментов по данному фильтру. Первое – это то, что не нужно вынимать его полностью при его очистке. Второе – неспадающий поток, который из него идет, создает приятную волну. Третье. Он действительно придется по вкусу владельцев террариумов и полидариумов, а также их жителям. Если вам понравился обзор фильтра ASAP 500 компании Aquael, не забываем поставить свой пальчик вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Также хочу пару слов положительных сказать об нагревателе Platinum Hyper, который вы сейчас видите, который мне тоже очень понравился, отлично себя зарекомендовал. Прекрасная шкала с делениями, которая показывает в режиме нагрева морганием, в режиме
когда водичка установилась, температура, он просто горит. Температуру также можно установить нажатием пальчика сверху кнопочки, и действительно водичка находится в той температуре, которая установлена. А мы переходим к обзору фильтра компании Sansan Haioli. Вот так вот он выглядит. Он у меня уже побывал в использовании. Я его уже протестировала. И переходим к его обзору. Внешне он небольшого размера. Хорошо его держать в одной руке. Замечательно отщелкиваются кассеты нажатием с обоих сторон на деление для его раскрытия, в которых находятся фильтрующие элементы. Фильтр Sansan Haioli имеет мультифункцию Super Simple Pomp. А теперь посмотрим внимательно за его работой без лишних слов. Данный фильтр устанавливается, как и любой другой фильтр, на присоске, крепится к стенке аквариума, погружается на нужную вам высоту, а воздух выводится наружу для его подачи. И, в принципе, просто включается в розетку, да, и обычным способом из него выходит воздух, да, пузырьки, так, чтобы для растений и для рыб. Сейчас мы на это все понаблюдаем. И несколько слов, что же нам пишет наш производитель. Что это многофункциональный погружной фильтрующий насос, что является этот продукт и отличается низким энергопотреблением, высокой мощностью и надежной работой. Подходит для небольших и средних аквариумов. Корпус и внешние контактные части изготовлены из кислостойких и солеустойчивых материалов, подходящих для использования в солевой, кислотной и щелочных средах. Встроенный фильтр может эффективно фильтровать загрязнения. Эффект аэрации сильный. Направление аэрации и объем воздуха можно регулировать. Вот как раз сейчас я это и показываю. Носик действительно двигается на 360 градусов и поворачивается в том направлении, в котором вам нужно. Вытяжной кожух фильтра для воды можно свободно разбирать в зависимости от глубины воды и использовать отдельно. Мощность фильтра 15 Вт, максимальный напор 1,4 метра, максимальный поток 1000 литров в час. А сейчас обратите внимание на напор пузырьков, на напор воздуха. Их количество, их много, их просто миллион. Этим он меня и покорил. Данный установленный фильтр имеет мощность 15 Вт, максимальный напор 1,4, поток 1000 литров в час, выход воды. Что положительного хочу сказать о данном фильтре. Как я уже сказала, меня покорили вот эти пузырьки, которые вы сейчас наблюдаете. Сейчас они выходят с минимальной мощностью.
И если их прибавить, то их просто бешеное количество. С установкой данного фильтра аквариум преобразился, вода стала просто кристально чистой, что положительно сказывается на растениях и на его будущих обитателях. Очень удобно разбирается и собирается. Отщелкиваются каждая кассета по отдельности с фильтрующим элементом. Очень удобный носик для регулировки направления воздуха. Мощный эффект всасывания и очищения дна. И просто вишенкой на торте то, что ему можно положить на дно аквариума и откачать просто нужное количество воды. Сравнив два этих фильтра, я думаю, выбор очевиден. Если данный обзор вам понравился, подписываемся, нажимаем на колокольчик, ставим свой пальчик вверх и ждем новое видео с жителями данного аквариума. С вами была Ольга Рай. До новых встреч!